И снова здравствуй, мой дорогой зритель. В CS2 вышло очередное обновление, которое весит почти 23 мегабайта. И мне уже неловко сообщать вам, что капсулы до сих пор не добавили в магазин. Но появилась новая интересная информация по поводу такой сильной задержки. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Представляю вашему вниманию WildDrop, где помимо различных кейсов вы можете открыть и бесплатные, которые становятся доступны, пополняя баланс на сайте. Но самый интересный вид кейсов на WildDrop является бонусный, где можно открыть три варианта. Это серебро, золото и черное золото. Суть проста. Вам рандомно выбиваются 5 кейсов и по 5 скинов из каждого. В моем же случае опыт оказался удачным. Ну а если же вам не понравился какой-либо скин, то всегда можно его закинуть в контракт или же апгрейд. Также на сайте есть и бонус-бокс, где вы можете выбить различные скидки и даже случайные предметы, включая нож. Ну а для дополнительного прокрута можете использовать мой промокод. А еще при пополнении вы можете использовать уже второй промокод, который дает 40% к депозиту. Ссылочка будет в описании. Ну что же, наконец-таки нам дали официальный список изменений. И в нем, как ни странно, описана еще и часть прошлого обновления, о котором я говорил вчера. Возможно, разработчики хотели выпустить один большой апдейт, и какую-то часть они просто не успевали. В любом случае, сегодня открываются прогнозы на второй этап, которые вы можете изменять вплоть до старта матчей второго этапа. Добавили всплывающее подтверждение перед запуском тренировочного дня. Это как раз то, о чем я говорил в прошлом ролике. Туда еще входят различные улучшения хаба турнира и кнопка, позволяющая осмотреть сувенирный кейс. А уже в этом обновлении добавили чекбокс для отображения игровой турнирной таблицы мейджора. И, конечно же, достаточно оперативно пофиксили ситуацию, когда C4 могла провалиться сквозь пол, если выкинуть ее во время установки. Но вы наверняка, если смотрели турнир, то видели этот шедевральный момент на карте Vertigo. Ох уж, это новая эра! Ну и куда же без файлов локализации? Сейчас ни одна уважаемая компания не позволяет себе не обновлять эти ваши файлы локализации. И напоследок разработчики наконец-таки заменили превью турнирного события в игре, где удалила с изображения наклейку Pant и поставила Cloud9. Но, к сожалению, только в игре. По всей видимости, на официальном сайте мы до сих пор смотрим турнир по Half-Life, куда команда Pant все-таки успела. Вот такая вот параллельная вселенная. Но давайте вернемся к вопросу с капсулами и наклейками. Оказывается, разработчики уже во время турнира требуют от киберкотлет прислать им новые автографы, так как выяснилось, что большинство автографов оказывается сделано дизайнером, а в некоторых даже используются какие-то халявные шрифты вместо настоящей росписи киберспортсменов. Ох уж это тирания от Valve. Но немного предыстории. В этом году компании Valve вдруг врезалась в голову, что им просто необходимо, чтобы автографы были лично от киберспортсменов, которые они смогли бы сами нарисовать на листке бумаги не менее чем за 10-15 секунд. И бог с ними, это их право. Но тогда какого хрена они приняли и даже залили в файлы игры уже все автографы? Ну, сами понимаете, какая-то нелогичная фигня. Но, может, это из-за того, что обделенный вниманием дизайнер в Твиттере, он же X, решил похвастаться о том, как он помогал киберкотлетам. И Valve такие сразу: сюка, переделывайте! Ну или же это, возможно, касается команды Gamer Legion, ведь именно их автографов пока еще нет в файлах игры. В общем, эта эпопея с наклейками и капсулами очень сильно затягивается, что даже страшно делать какие-либо прогнозы по их выходу. Ну а напоследок же хотел бы с вами обсудить еще одну бум-новость. И да, я знаю, вы, возможно, ее уже из каждого утюга слышали. И да, дело касается карты Inferno, в которую на данном турнире вообще не хотят пикать. Скажу сразу, для меня это совершенно не новость. Ведь и вне турнира данную карту не особо-то хотят играть. Это самая неудобная карта. Она, во-первых, жрет ресурсов компании немерено,
отчего порог вхождения маленький. А во-вторых, цветовая гамма и узкие коридоры сбивают с ног. Ну, вы понимаете, негде просто расчехлить своего внутреннего киберспортсмена. И вот у меня закрадывается интересный вопрос. Уберут ли эту карту из первого эшелона, как это поступили с тем же Dust 2? Пойдут ли они на это, учитывая, что ее разрабатывали достаточно долго? Как-никак в нее вложены силы. Да даже тот же Dust 2 пикали чаще, прежде чем его убрали. И очень любопытно посмотреть, как развернется судьба данной карты. Но, как говорится, еще не вечер, как-никак 2 этапа. Но что-то я сомневаюсь, что ее будут пикать. Ну а что вы думаете по этому поводу? Обязательно напишите в комментариях. На этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!